Трамп отказал Китаю, беспилотники атакуют Гомель и серия терактов в Европе есть пострадавшие. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Франция в огне, граната взорвалась в переполненном баре. Сценарий окончания войны – плохой, худший и катастрофический. Россия получает военную базу, с помощью которой сможет контролировать Ближний Восток. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. Беспилотники атаковали Беларусь. Гомель не спал минувшей ночью. Жители города сообщали о мощных взрывах и падении горящего объекта с неба. Все это происходило на фоне очередной волны российских атак, ударов дронами по Украине. Очевидцы из центральной и северо-восточной частей города рассказывают о падении обломков некой воздушной цели, возможно, сбитого беспилотника или ракеты. Взрывы слышали как в самом Гомеле, так и в окрестностях. Что это было? Ошибочный запуск, потерянный дрон или война уже у порога? Власти, конечно, все отрицают. Не разводите панику и не ведитесь на провокации. Все в порядке, успокойтесь. Спокойной ночи. Действительно, чего вы переживаете? Переход на ультразвук, потом еще трава загорится. Какие там еще отмазки были? Как думаете, что это? Действительно Россия атакует Беларусь? Или Украина атакует Беларусь? Или шальной беспилотник залетел и решил пошуметь над Гомелем? Пишите в комментарии обязательно. В Белом доме отклонили предложение Китая провести встречу президента США с Путиным в Пекине. Наиболее вероятное место встречи Трампа и Путина называют в Вашингтоне. Это не Европа, это Саудовская Аравия. Предлагает свои услуги в качестве переговорной площадки, и стороны, вероятно, могут согласиться. Поговорили об этом с экспертом-международником Антоном Кучухидзе. То, что там кто-то с кем-то созвонился, это не значит, что Европа или Украина вне диалога. Поэтому я думаю, что, учитывая этот момент, что на этой встрече Трамп с Путиным все равно ничего не решат, даже если она состоится, Саудовская Аравия может быть выбрана для того, чтобы там много контрактов планируется подписать между американской стороной и Саудовской Аравией. Это и оборонка, и бизнес, и инвестиции, и энергетика, все что угодно. Там по предварительным заявлениям господина Трампа сумма контрактов составит до $1 триллиона. И вы же понимаете, да, у Трампа такое позиционирование, ему постоянно нужны победы. Вот он поехал в Саудовскую Аравию, да, про Путина он мало что расскажет, а вот может перекрыть тем, что у него будет параллельно на самом деле официальный визит, где он подпишет огромное количество документов, контрактов межгосударственных, там частные компании между собой подпишут договора и скажет: вот, я съездил в Саудовскую Аравию, $1 триллион в стране привез. А в России уже раскатали губу на межпарламентские связи и возобновление контактов, похоже на очередные планы по сотрудничестве и дружбе между США и СССР, то есть с Россией. Когда и если состоится встреча президента России Владимира Путина с президентом Соединенных Штатов Трампом, то будет обсужден весь спектр отношений, в том числе, вероятно, и вопрос межпарламентских связей. Я не жду возобновления этих связей до того, как будут решены какие-то более общие вопросы. Крупные украинские бизнесмены оказались под санкциями Совета нацбезопасности и обороны. Президент подписал соответствующий указ и ограничил одних из самых богатых и влиятельных бизнесменов страны, иногда их называют олигархами, в действиях как физических, так и экономических. Список не длинный, в нем Виктор Медведчук, которого Россия выменила на украинских военнопленных, Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, Константин Живаго и Петр Порошенко. Объединяет их, кроме денег, конечно же, влияние на политику страны и наличие медиаресурсов. Пятый президент України назвал происходящее политическим давлением. Сьогодні Зеленський завдав колосального удару по внутрішній єдності, якою наша команда неухильно дотримується з лютого 2022 року, яка є нашою головною зброєю в боротьбі з агресором. Вся відповідальність за негативні наслідки лягає безпосередньо на нього.
Источники издания «Украинская правда» утверждают, что власти наложили санкции на ряд крупных бизнесменов и политиков за связи с Россией и финансирование войны. Внимательно и вместе с вами следим за развитием событий. Все оперативно описываем в нашем телеграм-канале. Не забудьте туда заглянуть, подписаться и оставить свой комментарий здесь тоже не забудьте. Что происходит? Вот на этот вопрос мы ищем ответы вместе с вами. Не забудьте оставить комментарий. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Политическая буря в Европе. Франция, Великобритания и Германия заявили, что должны участвовать в любых будущих переговорах по Украине. Это произошло после шокирующего заявления Дональда Трампа. Он по телефону обсудил Украину с Путиным и объявил, что Киев и Москва согласились немедленно начать переговоры. Reuters пишет, что европейские страны узнали об этом разговоре из новостей. США даже не сочли нужным поставить союзников в известность. Что потребует Трамп от Европы? На этот вопрос попробовали ответить Financial Times, ссылаясь на свои источники, конечно. Они утверждают, что президент США потребует частично оплатить миротворцев и восстановление Украины. Ответ Европы жесткий. Они требуют реальные гарантии безопасности для Украины. Говорят, что переговоры без Европы таки невозможны, и о том, что помощь Киеву должна только расти. Как отреагировали на эту встречу и на немедленное начало переговоров в Москве? Условились главы государств вчера в ходе телефонного разговора, что и они сами продолжат контакт, они будут ориентироваться на отдельную встречу, и также договорились, что немедленно будут даны поручения соответствующим помощникам, чтобы те начали соответствующую работу. Трамп действительно ведет свою игру. Это попытка навязать мир на условиях Кремля или подготовка к геополитическому торгу. Европа, правда, не собирается просто наблюдать, судя по заявлениям. Впереди новый виток борьбы за судьбу Украины, но теперь политический. Об этом поговорили с экспертом, международником Антоном Кучухидзе, который следит за всеми подобными процессами длительное время. Очевидно одно. Идет процесс, направленный на то, чтобы создать площадку для переговоров. Все остальные детали можно будет говорить как-то позже, когда появятся реально эти детали, конкретика и так далее. То есть, условно говоря, там медиа работают по принципу «все, Трамп ослабил позицию США», потом же эти же медиа на Западе, прежде всего западные медиа, цитирует Трампа о том, что он продолжает помощь Украине, чтобы Путин не думал, что он победил. То есть вот в таком информационном хаосе мы находимся. Он объективен, потому что никто не представил конкретный мирный план. Да, общие фразы, что там, все должны там быть нацеленными на переговоры, на результат, российская сторона должна выполнить свое, украинская свое и так далее. То есть эти все разговоры на самом деле ни о чем. Нету конкретного документа, по которому мы могли бы с вами взять и пройтись. Bloomberg опубликовал 3 варианта завершения войны, которые могут стать реальностью после тайных переговоров Трампа и Путина. Спойлер, в каждом из них Украина остается в опасности. Первый сценарий, наиболее вероятный, это замороженный конфликт. Оккупированные территории остаются за Россией под ее фактическим контролем. Возможен обмен территориями, например, Курской областью. Украина не входит в НАТО, а Европа будет уговаривать Трампа не бросать Киев, пока ЕС не усилит свою оборону. Второй сценарий немного получше, но относительно, как утверждают авторы Bloomberg. Запад не будет гарантировать защиту Украины в случае нового вторжения РФ. Вместо этого США и ЕС усилят военную помощь и восстановят украинскую армию. Санкции против России сохранят или даже сделают еще жестче. Шанс на вступление НАТО появится, но только лет через 10. Ну и третий катастрофический сценарий, как его описывают авторы Bloomberg, Трамп полностью отказывается от Украины, обрывает военную и финансовую поддержку, Украина остается без НАТО и союзников, Европа барахтается, пытается решить проблему самостоятельно, Россия сохраняет захваченные территории. Как только огонь утихает, новая война неизбежна. Какой вариант наиболее вероятен, как думаете вы? Напишите в комментарии, можно просто даже назвать цифру этого варианта. Что это, игра в геополитику или капитуляция Украины? Все решится на переговорах, и готов ли Трамп продать Украину в обмен на сделку с Путиным? Ждем развязки все вместе.
Россия получает военно-морскую базу в Судане. Москва закрепляется в Африке. Судан официально согласился на строительство базы ВМФ РФ. Об этом заявил глава МИД Судана на пресс-конференции с Сергеем Лавровым. Что означает это соглашение? 25 лет российского присутствия в Красном море с возможностью продления договора. Полный контроль над портами ВМФ РФ получает право беспрепятственно вывозить и ввозить оружие и боеприпасы. Прямой доступ к африканским ресурсам. Судан остается крупнейшим партнером России по добыче золота. Российские прииски в Судане охраняют наемники, связанные с ЧВК «Вагнер», который еще с 2017 года ведет военную экспансию в этом регионе. Стабилизация обстановки в Судане позволит создать условия для дальнейшего поступательного развития наших двусторонних связей. В качестве одного из главных направлений взаимодействия рассматриваем хозяйственную деятельность по содействию Судану в освоении минерально-ресурсной базы страны. Здесь есть уже неплохой взаимовыгодный опыт. Кремль получает плацдарм в Африке, создавая угрозу Западу в стратегически важном регионе, а вместе с этим новые маршруты для торговли оружием, нелегальных операций и финансовых потоков. Россия усиливает свое влияние на континенте, превращая Судан в новый опорный пункт. Кровавая ночь в Гренобле. В одном из ресторанов взорвалась граната. Ранения получили 12 человек. Власти уже заявили, это не несчастный случай, а криминальная разборка. Скорее всего. Свидетели рассказывают о панике, криках, крови на полу. Люди пытались вырваться на улицу, спасаясь от неизвестного преступника. Но самое шокирующее, нападавший был вооружен автоматом Калашникова. Почему он не открывал огонь, это остается пока, во всяком случае, загадкой. Мы можем исключить чисто террористическую атаку, поскольку нет ничего, что заставило бы нас предположить, что мотивы связаны с терроризмом. На данный момент еще слишком рано говорить о мотивах. Прокуратура подозревает, что атака связана с наркотрафиком. Франция уже давно стала ареной для подобных войн, и этот инцидент только очередное подтверждение тому. В центре Мюнхена автомобиль Мини Купер на полной скорости врезался в толпу людей, сообщает Бильд. По предварительным данным, пострадали 15 человек. Водитель задержан, угрозы он больше не представляет. Инцидент произошел во время митинга профсоюза. Очевидцы слышали выстрелы перед наездом. Рассматривается версия теракта, но официального подтверждения пока нет. Также очевидцы утверждают, что наезд был намеренным. Продолжаем собирать информацию, будем ее публиковать в нашем телеграм-канале. Полиция сейчас выясняет мотивы нападавшего. Обо всем этом обязательно напишем в нашем телеграм-канале. Не забывайте подписаться. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все, до встречи и хороших вам новостей.